Приветствую вас, друзья! Приветствую случайного зрителя, кто оказался на моем канале. Сегодня у нас вечерние посиделки, и нас ждет псевдоинтеллектуальная беседа. Как назвать эту беседу или лекцию, я еще не решил. Фрейдомарксизм, неомарксизм, франкфуртская школа, неважно. Мы поговорим, почему даже в эпоху внешнего изобилия нам так часто тревожно, пусто или даже просто скучно. И я надеюсь, что у нас с вами получится интересная беседа, не выглядящая как нигилистическое брюзжание откуда-то из подполья, а получится у нас с вами увлекательный конструктивный диалог. Давайте начнем. А начнем с того, что мы с вами живем в удивительное время. У большинства из нас есть еда, жилье, доступ к технологиям, которые еще пару десятилетий назад казались фантастикой. Но если приглядеться, внутреннее ощущение благополучия, наполненности и уверенности в себе, и самое главное, уверенности в мире, вообще никак не связано с ростом комфорта. Мы часто сталкиваемся с чем-то непонятным, постоянной спешкой, тревогой, тоской без причины, жаждой чего-то большего без какого-то осознанного понимания. Мы тратим время, силы и деньги на вещи, которые быстро перестают нас радовать, и возвращаемся к состоянию внутренней нехватки, пустоте, которую ничем не удается заполнить. Да, конечно, можно сказать, это просто индивидуальные сложности. Но если посмотрим по сторонам, то мы увидим, что подобные чувства становятся массовыми. Значит, стоит задуматься, а только ли в нас дело? Может, проблема не только в том, что мы не умеем радоваться, а в том, что сама структура современного общества устроена таким образом, что делает нас неудовлетворенными по определению. Так вот, в середине 20 века этим вопросом всерьез занялись мыслители франкфуртской школы. Они были умные дядьки и поняли, что чтобы объяснить, почему человек страдает в обществе, которое обещает ему все блага, нужно соединить психологию с социальной философией. Именно в этом слиянии психоанализа Фрейда и критики капитализма Маркса рождается фрейдомарксизм. И они пытались ответить на очень личный вопрос. Почему, имея формальную свободу, человек все чаще стремится подчиняться? Почему, живя в комфорте, он чувствует себя несчастным? Почему, окруженный товарами, он ощущает себя пустым? И начнем с такой темы, как капитализм и культура потребления по Адорно и Хоркхаймеру. Когда Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер в 1944 году пишут «Диалектику просвещения», Европа уже вся охвачена войной, нацизмом, массовыми репрессиями и концлагерями. Они уехали в Америку и оказались там в совершенно другом благополучном мире. Витрины, реклама, улыбки, кинотеатры, джаз, стиральные машинки, тостеры. Но, несмотря на все это, у них не возникает ощущения, что человек наконец-то стал свободным. Наоборот, они чувствуют, за этой внешней яркостью и иллюзорной свободой скрывается новая, более тонкая форма подчинения. Образ потребления 50-х, который первый приходит в голову, на самом деле считается американцами самым лживым и фальшивым временем. Вспомним «Серый мир» Плезентвилля или вспомним «Синий бархат» Дэвида Линча, где нам показывают белоснежный забор, голубое небо и красные розы. На фоне играет песня «Blue Velvet». Мужчина поливает газон своего домика, то есть там абсолютный рай. Но если снять розовые очки и приглядеться в детали, мы увидим жуков, копошащихся в земле. Так, вернемся к Адорно и к Хоркхаймеру. В своем анализе они вводят термин «культурная индустрия». Они утверждают, что массовая культура, музыка, фильмы, телешоу, реклама давно перестали быть пространством свободы и творчества. Она стала промышленностью, ее задача не пробуждать, а успокаивать, не просвещать, а программировать. Вопрос, почему так? А потому что в капиталистическом обществе культура становится товаром. Фильм — это не переживание, это продукт, который должен быть продаваемым. Музыка — это не выражение души, а контент, который нужно потреблять во время пробежки или как контент на YouTube. Причем неважно какой тематики, он поглощается вместе с употреблением пищи. Даже любовь превращается в удобный образ, отшлифованный рекламой и сериалами. Знаешь, что говорить, как выглядеть, какие чувства нормальны. И этот образ очень интересно меняется на протяжении десятилетий. Как это было, например, в 50-х, 70-х или 90-х. И то, как нам показывает это сейчас, условно, Netflix. Адорно говорил, что культурная индустрия производит не только товары, она производит людей, которые будут покупать эти товары. Она формирует характер, привычки, реакции и желания. А кто у нас там в 90-х говорил, что советская система образования абсолютно неправильная, что нам нужно выращивать человека-потребителя? То есть, например, мы включаем сериал, чтобы расслабиться, но при этом он транслирует нам модель жизни, где счастье выражается в успехе,
в потреблении, в вечной молодости, в контроле над телом, эмоциями. И мы даже не замечая начинаем чувствовать, что должны соответствовать. И задумываешься, что я недостаточно продуктивен, мне чего-то не хватает, нового телефона, гаджета или просто настроение повеселее. Это и есть механизм, рекламируемое благо становится источником внутренней нехватки. Ты покупаешь и уже через неделю ощущаешь пустоту. Значит, нужен новый товар, новый опыт, новые эмоции. И это бесконечное потребление жизни как товара, в котором настоящее переживание заменяется образом. Адорно и Хоркхаймер увидели здесь не просто манипуляцию, а настоящую деформацию сознания. Мы постепенно теряем способность к рефлексии, к собственному взгляду, к непохожести. Все сглажено, одномерно, как говорил Маркузе. И самое опасное, человек не ощущает принуждения. Он считает, что он сам выбирает, сам хочет, сам решает, что это все наш выбор. Но это, как писал Адорно, свобода быть тем, кем от тебя ожидают быть. Такое ложное ощущение свободы становится более опасным, чем открытая диктатура. В тоталитаризме тебе хотя бы ясно, что ты подчинен. В обществе потребления ты добровольно участвуешь в собственной несвободе и при этом радуешься этому. Что же делать, как же быть? Адорно понимал, сломать систему массовой культуры почти невозможно. Но он верил в важность нонконформизма, в силу искусства, которое не развлекает, а тревожит. Почему условно некоторые любят ситкомы? За десятки лет существования этого жанра там не придумано вообще ничего нового. Но при этом они до сих пор дико популярны. Смотря ситком, зритель чувствует себя в полном комфорте и безопасности, и ему не о чем беспокоиться в привычных для него сюжетах. А Адорно говорил о негативной диалектике, способности задавать вопросы, которые не имеют удобных ответов. И в этом он был очень близок к психоанализу, потому что и культура, и бессознательное устроены схожим образом, и только через напряжение, столкновение с тревогой и анализируя все это, человек может обрести нечто похожее на собственную правду. Теперь поговорим о Эрих Фромме. Фромм начинает с простого наблюдения, что современный человек живет так, будто смысл жизни в обладании. Обладать вещами, обладать статусом, обладать другим человеком, обладать даже знаниями не как процесс понимания, а как список галочек: прочитано, освоено, записано. Он называет это «хабен», то есть «иметь», как основную форму бытия в современном обществе, и противопоставляет ей «зайн», то есть «быть», состояние, в котором ты не присваиваешь, не захватываешь, а присутствуешь, взаимодействуешь, испытываешь. Что значит жить в режиме «иметь»? Это когда я говорю «у меня есть любовь», а не «я люблю». Когда я думаю «у меня есть идея», а не «я размышляю». И в обществе, где главной ценностью становится прибыль, даже внутренний мир человека начинает превращаться в товар. Мы оцениваем себя и других по степени успешности, привлекательности, эффективности. Но ведь это все не о внутреннем, а о внешнем. Фромм говорил, что человек в логике «иметь» живет в постоянном страхе потери. Ты боишься потерять, что накопил. Боишься, что не успеешь достаточно взять от жизни. Боишься быть непризнанным, непродуктивным, неинтересным. А значит, ты все время находишься в напряжении, в тревоге, в стрессе. И наоборот, быть значит находиться в потоке жизни, быть в открытом отношении с миром, когда ты любишь не потому, что получаешь от партнера, а потому что присутствуешь с ним, когда ты учишься не ради диплома, а из-за живого интереса к обучению, когда ты делаешь что-то не потому, что это принесет тебе капитал, а потому что не можешь не делать, потому что это рождается изнутри. Фромм не романтизирует это состояние. Он понимает, что жить в логике «зайн» сложно. Она требует осознанности, мужества, способности выдерживать неизвестность. Но он считает, только в этом измерении возможно настоящее счастье. Не какое-то там возбужденное удовольствие, а глубокое, тихое чувство смысла. Его критика капитализма в этом смысле не экономическая, а именно экзистенциальная. Он не просто говорит «вот богатые там угнетают бедных». Он говорит «все мы живем в структуре, где даже душевная жизнь подчинена рыночным законам». И это разрушает нас изнутри. Он пишет, что человек не должен задаваться вопросом, что он может иметь от жизни. Он должен спросить себя, кем он является. И в этом и заключается суть перехода от отчужденности к подлинности, от тревоги к зрелости, от ощущения, что ты все время что-то и кому-то должен, к способности просто быть. И Фромм верил, что человек может измениться. И общество может измениться, но только если мы осмелимся отказаться от иллюзий контроля и научимся слушать не то, что диктует реклама, а то, что звучит внутри нас. Фромм относится к тем мыслителям, кто не разделяет личное и общественное.
Он говорит, невозможно быть по-настоящему психически здоровым в больной культуре. Если ты чувствуешь тревогу, потерянность, апатию, это может быть не только твоей проблемой, но и симптомом общества, в котором ты живешь. В книге «Здоровое общество» он описывает такой образ. Представьте себе больного, у которого поднимается температура, потому что его организм борется с инфекцией. Что делает плохой врач? Он сбивает температуру. Что делает хороший? Он ищет первостепенную причину болезни. Также и с человеком. Тревога, одиночество, агрессия – это не всегда ошибка, это реакция на глубинную дисгармонию с миром. По Фрому общество может быть устроено так, чтобы способствовать зрелости личности, или организовано так, чтобы ее разрушать и подчинять. Если современная культура делает людей отчужденными, соревнующимися, отрезанными друг от друга и зацикленными на потреблении, то это не ты один не справляешься, это целая система так работает. Но почему мы не боремся с этим? Фром дает очень интересный и тревожный ответ в своей книге «Бегство от свободы». Он говорит, человек боится свободы, потому что быть свободным значит быть ответственным, значит не на кого списать проблемы и неудачи, нет кого ждать спасения. Фром утверждает, что именно в этой точке, в точке неопределенности, человек нередко начинает искать внешнюю опору. Иногда в религии, иногда в идеологии, иногда в тоталитарной системе. Он исследовал, почему в 20 веке миллионы людей поддержали фашизм, и пришел к выводу, что авторитаризм был психологическим ответом на невыносимость внутренней свободы. Люди хотели, чтобы им снова сказали, кто они, что делать, кого винить и во что верить. Формы этого бегства никуда не делись. Сегодня они принимают иные лица. Зависимость от внешней оценки, лайки, рейтинги, стремление быть как все в потреблении, в мыслях, даже в эмоциях, внутреннее нежелание давать себе неудобные вопросы. Фром говорит, человек должен научиться быть свободным не от, а для. Не просто освободиться от контроля, а найти свою личную осмысленную позицию. Свобода не как одиночество, а как зрелость. Свобода как способность быть собой в мире других людей, не подавляя их и не подчиняясь им. Здоровое общество – это не утопия. Это общество, в котором поощряется не конкуренция, а сотрудничество. Важен не успех, а смысл. Уважается не только закон, но и душа. Фром называет это общество гуманистическим социализмом, не в политическом, а именно в этическом смысле, где человек не средство, а цель. Возможно, нам далеко до такого мира, но Фром считает, что даже одно внутреннее решение перестать быть вещью в мире вещей уже есть шаг в сторону здоровья и в сторону свободы, той, которая делает нас ближе к себе и к друг другу. Теперь перейдем к Герберту Маркузе. В своей книге «Эрос и цивилизация» он объединяет Фрейда и Маркса. От Фрейда он берет теорию влечений, идею о том, что человек не просто разумное существо, а прежде всего живое тело, полное желаний и импульсов. От Маркса – представление о том, что общество формирует структуру сознания и поведения, и в этом смысле выращивает человека под свои нужды. Его ключевая идея довольно проста, но радикальна. Капиталистическое общество требует от человека не только труда, оно требует подчинения его желаний. Оно не может функционировать, если люди начнут жить по своим настоящим влечениям, отдыхать, мечтать, лениться, наслаждаться, любить. По Фрейду цивилизация – это всегда форма подавления жизненного импульса. Но Фрейд считал, что неизбежной платой за порядок, если бы мы все жили только по желаниям, был бы хаос. А вот Маркузе с этим не соглашается. Он говорит, это единственная возможная цивилизация. Есть альтернативные формы жизни, в которых удовольствие не обязательно противостоит разуму, а может стать основой нового типа общества, менее репрессивного, более спонтанного, более творческого. Он называет это новой чувствительностью. Это идея о том, что человек может быть политическим существом не через подчинение, а через удовольствие, игру, красоту, через то, что делает его живым в самом широком, в самом чувственном смысле. Но капитализм, говорит Маркузе, делает хитрый трюк. Он не запрещает удовольствие, как раньше. Он его дозирует, стандартизирует, упаковывает и продает. Ты можешь получить удовольствие, но строго в определенных рамках. В итоге мы перестаем чувствовать по-настоящему. Мы получаем микродозу удовольствия, достаточно, чтобы не взбунтоваться, но недостаточно, чтобы пробудиться. Маркузе называет это репрессивной десублимацией. Вместо того, чтобы подавлять желания, система псевдо удовлетворяет их, чтобы человек чувствовал себя удовлетворенным, но при этом оставался покорным. В этом и парадокс. Общество, которое якобы свободное и раскрепощенное, на самом деле глубоко репрессивное, только более изощренным способом. Оно не запрещает тебе наслаждаться, оно навязывает тебе, как именно ты должен наслаждаться.
выход по Маркузе. В революции не только социальных структур, но и структуры желания. Не только менять экономику, но и учиться вновь чувствовать, творить, играть, медленно жить, любить не ради успеха, а ради любви. Эта мысль может показаться утопической, и она действительно утопична. Маркузе писал: «Революция должна быть не только в мире, но и в теле, и в душе, только тогда она будет настоящей». В «Одномерном человеке» Маркузе ставит тревожный диагноз. Современное мышление стало плоским, оно утратило способность видеть противоречия, задавать неудобные вопросы, мечтать о невозможном. Оно стало удобным, приспособленным, таким, который не мешает системе, а помогает ей существовать. Он пишет: человек не замечает своей несвободы, потому что чувствует себя комфортно. У него есть работа, выходные, машина, Netflix, кредиты. Все вроде бы хорошо, но это хорошо построено на отказе от критического мышления, на согласии с тем, что есть, как с естественным порядком вещей. Маркузе называет это одномерностью. Мышление утратило глубину, человек живет в данности. Любое инакомыслие кажется непрактичным, детским, опасным. Он говорит, даже язык подстраивается под эту одномерность. Такие слова, как революция, сопротивление, мечта, становятся либо ругательствами, либо брендами. Почему это происходит? Потому что в позднем капитализме даже идеи стали товарами. Свобода выражения осталась, но она поглощена рынком. Ты можешь сказать все, что угодно, но твое высказывание утонет в шуме. Каждое возмущение – это просто новый контент. Каждое возражение – часть игры, которую давно регулируют другие. Одномерный человек – это не тупой обыватель. Это может быть очень умный, культурный, образованный человек, который, однако, утратил способность к отрицанию. Он не может сказать «нет» миру, даже если внутри чувствует, что что-то не так. Он не верит в альтернативы, он считает, что все всегда так жили. Он боится мечтать, потому что мечта не приносит прибыли. И в этом Маркузе видит трагедию. Уже не нужно насилие, чтобы подчинить человека. Достаточно дать ему удобство, дать ему развлечение, и он сам откажется от мысли. Эта критика особенно актуальна сегодня, в мире информационного потопа. Мы погружаемся в ленты, подкасты, новостные каналы. Каждый день десятки мнений, трендов, повесток. Но сколько из этого по-настоящему нужно нам? Сколько из этого наш собственный выбор? По Маркузе выход в возвращении к отрицанию, к способности говорить: «Я не согласен, я хочу иначе, я не принимаю мир, где все сведено к товару, я хочу вернуть себе мышление с глубиной, с болью, с радостью, с мечтой». И снова, как у Фромма, речь идет не просто о социальных переменах, речь идет о внутренней революции, о мужестве думать иначе, даже если это неудобно, даже если ты не получишь за это лайков. Когда идеи франкфуртской школы прошли свою кульминацию, разговор не закончился, он просто сменил декорации. Те же вопросы о свободе, подавлении, желании, обществе стали звучать на других частотах. Появилось новое поколение мыслителей, для которых капитализм был уже не просто экономикой, а средой, в которой рождается само наше «я». Они не отвергли Маркса и Фрейда, они продолжили их смело, дерзко, а иногда и резко. Жиль Делез и Феликс Гваттари в книге «Антидип» предложили парадоксальный взгляд на капитализм. Он не просто подавляет желания, как полагал Фрейд, он, напротив, использует их, чтобы двигаться вперед. Он питается желаниями, как топливом, но при этом формирует сами желания так, чтобы они вели человека туда, куда нужно системе. В результате человек оказывается в странной ситуации. Он чувствует себя свободным, он что-то хочет, он выбирает, но его желания уже были сконструированы до того, как он это понял. Здесь открывается пространство новой тревоги. А можем ли мы вообще говорить о своем желании? Или все, что мы хотим, это уже результат культурной инженерии? С этими вопросами работал Жак Лакан. Он говорил, бессознательно это не глубина, а структура. А структура это языковая. Мы мыслим и чувствуем через язык, который уже существует до нас. А значит, и желание наше формируется внутри дискурса, внутри того, как общество говорит о мире, о теле, о любви. То, что человек считает самым интимным, желание, страсть, образ себя, на деле оказывается пронизанным культурным кодом. Мы любим так, как нас научили, мы страдаем так, как принято, мы ищем себя, но находим маски. Но это не приговор, это призыв к вниманию, понять, что даже наше «я» – результат игры знаков, значит начать освобождаться от них. Современный философ Славой Жижик продолжает эту линию. Он делает то, что многим кажется невозможным. Соединяет Лакана, Маркса и поп-культуру. Он смотрит фильмы, слушает анекдоты, анализирует новости и за каждым образом ищет работу идеологии. Жижик не считает идеологию ложью. Он говорит, идеология – это правда, которую мы живем, даже если знаем, что она иллюзия. И именно потому она сильнее.
Мы разоблачили систему, но все равно в ней участвуем. Мы смеемся над рекламой и покупаем, смеемся над властью и подчиняемся, голосуем, смеемся над собой и тем самым обезвреживаем тревогу, которая могла бы привести к действию. Во всем этом постмодернистском поле звучит знакомая нота. Человек живет в мире, который подменяет реальность образом, и делает это так изящно, что он уже не чувствует подмены. И все же, несмотря на эту мрачность, внутри этих теорий есть свет. Но не как утешение, а как вызов. Потому что если желание можно сконструировать, значит можно и расконструировать. Можно пересобрать себя, можно научиться хотеть иначе. Не то, что продается, а то, что пробуждает. И в этом неомарксисты продолжают разговор, начатый Адорно и Фромом, о том, как быть собой в мире, который делает это почти невозможным. Но они не дают ответов, они дают язык, чтобы начать думать иначе. Мы поговорили о многом. И все эти размышления ведут к главному вопросу, что с этим делать. Во-первых, начать с признания. Фром, Маркузе, Лакан, Жижик, все они говорят, мир, в котором мы живем, противоречив. Свобода и контроль в нем сосуществуют, желание и дисциплина переплетены, и каждый из нас — это не чистый субъект, а узел противоречий. И это нормально, и с этим можно жить, если перестать искать простые ответы. Во-вторых, научиться слышать себя за пределами языка системы. Мы живем в информационном шуме, в бесконечном потоке стимулов. И в этом шуме все труднее различить, а что из этого мое, что я хочу, а не то, что должен хотеть. Здесь помогает не бегство от всего этого, а замедление. Форма внутренней аскезы не как отказ от мира, а как способ его очистить, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя. В-третьих, быть внимательным к своим желаниям. Не осуждать их, не подавлять, а наблюдать, как они рождаются, кто их формирует, что за ними стоит. Когда ты смотришь на рекламу и вдруг ловишь себя на том, что хочешь, это не повод себя винить, это повод понять, как работает структура. И уже через это понимание начать вырабатывать свою волю. В-четвертых, развивать критическое мышление, но без цинизма. Одна из главных опасностей современного мышления – иронический паралич, когда ты все видишь, все понимаешь, все разоблачаешь, но ничего не делаешь. А ирония – это прекрасный инструмент, но без действия она превращается в высокомерное бездействие. В-пятых, строить отношения, в которых возможно подлинное. Фром говорил, любовь – это акт, это способ быть, а не иметь. И в мире, где даже отношения стали проектами, важно восстанавливать пространство искреннего контакта. Дружба, совместная работа, любовь, диалог – все это может стать формой сопротивления отчужденной культуре. И, наконец, помнить, что свобода не изоляция, а связь. Быть свободным не значит быть отдельно. Это значит быть с другим в отношении, но без подчинения и слияния. Фрейдомарксизм при всей своей сложности говорит об очень простой вещи. Человек страдает, когда он отчужден от себя, от других и от мира. А значит, задача не столько сломать систему, сколько постепенно возвращать себе живое присутствие. Если вы дослушали все это до конца, значит, у вас уже есть тот самый импульс, о котором говорил Фром. Не только выживать, но и жить по-настоящему. Вы не обязаны быть героями, но вы можете стать человеком, который думает, чувствует и выбирает, даже в мире, который все время предлагает не думать, не чувствовать и не выбирать. Спасибо.